Всем привет! В сегодняшнем видео рассмотрим один из вариантов зажима для денег. Долго не решался записывать это видео, потому что были определенные сомнения по конструкции. Сейчас все доработал и уже есть как бы моделька, в которой ничего не хочется менять. Сегодня я вам ее покажу. Для работы нам понадобится кусок кожи. Примерный размер где-то 40 на 30 сантиметров. Кожа растишка 1,4 мм у меня, вот конкретно в данном случае. Можно использовать чуть тоньше, можно чуть толще, но как бы не намного. То есть толще 1,6 я бы не советовал использовать.
Изделие готово, и вкратце, уже по традиции, немножко расскажу о нем. Значит, это зажим для денег. Выполнен он из кожи растительного дубления с такой вот интересной фактурой. Кожа толщиной 1,4 мм. Изначально я ее уже немножко доработал, то есть загладил бахтарму клеем КМЦ и покрыл апретомилт, по-моему, от Kenda Farben. Получилась у нас изнанка вот такой вот гладенькой. Это делается для того, чтобы в итоге карты или, допустим, какие-то там документы в кармашке они помещались более легче. То есть бахтарма, она еще создает определенное сопротивление. Даже если у нас вот здесь, по сути, везде она закрыта, кроме вот того, что здесь вот на клапане, все равно как бы это делать нужно. Вот. Долго работал над этой моделью, пробовал различные варианты клапанов, различные варианты размеров, там кармашки были у меня, разные варианты. В итоге остановился именно на вот такой вот конструкции. Здесь выходит 1, 2, 3, 4 кармана под карты. Вот. Сюда можно поместить в итоге там по 2, по 3 карты, если кому мало этих кармашков. Они здесь более вместительные, то есть по 2 100% карты сюда можно разместить. И также еще 2 отделения больших, то есть под какие-то документы. Вот здесь это все не прошивается, то есть сюда можно с этой стороны разместить. Сам формат кармашков сделал таким вот образом неспроста, вот, чтобы было удобнее доставать карты. При этом его, конечно, сложнее здесь позиционировать, разместить именно на этой большой детали. Было бы проще, и я, в принципе, делал такие модели, что кармашек он был длиннее, и равнял его вот по этой стороне длинной детали. Но при этом как бы не совсем комфортно вынимать оттуда карточки, или нужно было большой вырез там делать, что мне просто не понравилось, как бы эстетично, это не эстетично смотрелось. Вот. Остановился именно на вот таком вот варианте. Сам клапан тоже сделал таким более практичным решением. Делал такие полосочки там тоненькие на кнопки, нашивки эти. Тоже оно как бы усложняет изделие, но при этом не несет никакой в себе функциональности. Этот же клапан, он создает нам еще кармашек дополнительный, вот, под карточки. Хотя здесь как бы сложнее карту достать, но все же у нас есть возможность сюда что-то как бы разместить. Вот. И также еще сделал вот эту накладку, уплотнитель, чтобы со временем именно деталь, когда мы будем постоянно пользоваться зажимом и открывать клапан, то кожа в один слой она может как бы деформироваться, да, то есть краешки эти загнуться. Вот. В таком вот варианте клапан у нас прослужит дольше. Что касается скобы, ставлю ее таким образом, чтобы клапан у нас получался с правой стороны, то есть эти зажимы, они для правши. Вот, если поставить скобу наоборот, то есть с этой стороны, то такой зажим будет для левши. Как бы, может, для кого-то это будет как бы иметь значение в итоге. Вот. Также разместил ее таким образом, чтобы она не касалась, когда закрывается вот зажим, не касалась наших кармашков, то есть она ложится как раз вот сюда под кармашки. И если у нас здесь нету купюр, то никаких деформаций вот на коже от давления металлом не будет. Как бы, сам зажим он сохранится в изначальном виде. Если же мы поставим сюда купюры, то они как раз создадут ту прослойку между металлом и кармашком, которая не даст тоже нам деформировать кожу, и изделие у нас останется больше как бы в таком изначальном первоначальном виде. Шов
синтетической ниткой 0,35 мм толщина, нить от компании Macy. Тоже как бы прошивал, нигде она не раскрутилась, все отлично, то есть работать было комфортно. Торцы обработал токанолы, один слой токанола, потом сначала как бы подровнял наждачкой, потом токанолы, потом поровнял еще раз наждачкой, более мелкой, там где-то 600 грид. И снова закрыл токанол, и потом у меня еще есть одно средство на тестирование. Чуть позже, наверное, сделаю на него обзор. Вот. Оно при нанесении после токанола делает торцы такими более глянцевыми и более гладкими. Вот. Ничем не финишировал, кожа сама уже с каким-то таким неким глянцем небольшим, и этого мне достаточно. На этом все. Если останутся какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Ссылку на выкройку опубликую под видео. Кто не успеет скачать, выкройку можно будет купить у меня в магазине на Etsy. И если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.